Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 203 метра в 20 граммах. Вязать я буду нитью в 2 сложения. Вы можете взять любую пряжу, подобрать крючок. Вязать мы с вами будем нежный, красивый мотив. Начинаем выполнение с 9 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я ввожу крючок в первую воздушную петлю и выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я приступаю к выполнению первого ряда. Очень внимательно. 1, 2, 3, 4 воздушные петли подъема провязала, которые заменяют у меня столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная, 2 накида на крючок и в колечко провязываю столбик с 2 накидами. Далее воздушная и столбик с 2 накидами. Всего я должна выполнить 17 таких столбиков. 2 готово, воздушная, далее 3, воздушная, 4 и так далее, пока я не провяжу, прошу прощения, 17 столбиков с 2 накидами. 18 у меня заменяет 4 воздушные петли подъема. И при этом, обратите внимание, я ввязываю остаток нити. Завершаю выполнение первого ряда. Ввожу крючок 1, 2, 3 в 4 воздушную петлю подъема, соединительная. Напоминаю, 17 столбиков с 2 накидами мы выполнили. 18 столбик у нас заменен 4 воздушными петлями подъема. Далее смотрите, я выполняю соединительную и приступаю к выполнению следующего второго ряда. 1, 2, 3, 4 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с 2 накидами, 2 накида, и теперь под эту же арочку из одной воздушной выполняю первый столбик с 2 накидами и второй. Провязали. Далее под каждую арочку я буду выполнять по 3 столбика с 2 накидами. Все очень просто. Считаем 1, 2 и 3. Напоминаю, столбики с 2 накидами. И так далее. Так я вяжу до конца моего ряда. Мы завершаем выполнение второго ряда. Я ввожу крючок в 4 воздушную петелечку подъема. 1, 2, 3, 4. Соединительная. Мой ряд завершен. И я приступаю к выполнению третьего ряда. 4 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. Далее 2 накида на крючок. И я провязываю 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. Далее арочка из 2 воздушных. 1, 2. 2 накида на крючок. Следующую вершинку, обратите внимание, мы ничего не пропускаем. Я провязываю столбик с 2 накидами. Всего я провязываю 3 столбика с 2 накидами. Первый готов, второй и третий. И вновь арочка из 2 воздушных. 2 накида и столбик с 2 накидами. Первый, второй, третий и опять арочка из 2. Итак, мы вяжем с вами до конца нашего ряда. Завершаем выполнение третьего ряда.
я ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. Ряды достаточно простые, мы приступаем к выполнению следующего ряда. Для того, чтобы приступить к началу ряда, мы соединительными проходим к началу ряда. Смотрите, вершинку я выполняю первую соединительную, следующую вершинку вторую. Далее под арку ввожу крючок, еще одну соединительную провязываю. Далее воздушная, подтягиваю и под эту же арочку столбик без накида. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида под арочку из 2. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида под арочку. Ряд очень простой, из арочек. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем 4-й ряд. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, соединительная. И приступаем к выполнению следующего 5-го ряда. К началу ряда я перехожу соединительными. Смотрите, воздушную, соединительная. И далее под арочку еще одна соединительная. Далее 4 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. И под арочку я провязываю 3 столбика с 2 накидами. Считаем. 1, 2 и 3. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И в дальнейшем под каждую арочку мы провязываем по 4 столбика с 2 накидами. Считаем. 1, 2, 3 и 4. И не забываем выполнять арочки из 4. 1, 2, 3, 4. 2 накида и под арку 4 столбика с 2 накидами. 1, 2 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Вот мы выполнили 4 столбика с 2 накидами, далее арочка из 4 и так далее. Мы завершаем выполнение 5-го ряда. Я ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. Ряд завершен, и приступаем к выполнению следующего 6-го ряда. 4 воздушных петли подъема, которые заменяют столбик с 2 накидами. Далее в каждую вершинку по 1 столбику. В данном случае провязываем 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. В дальнейшем это будет по 4 столбика. Мы наши петли подъема заменим столбиком, да? Далее арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида на крючок. И теперь смотрите, мы пропускаем с вами одну арку и под следующую арку выполняем, убежал один накид, напоминаю, выполняем 2 накида на крючок и провязываем под арочку 8 столбиков с 2 накидами. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
провязали 8 столбиков с 2 накидами. Далее у нас идет опять же арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 накида, пропускаем одну арку и точно так же, как и в этом случае, над нашими 4 столбиками выполняем уже 4 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3 и 4. Далее опять арочка из 7 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 6-го ряда. Я ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. И приступаю к выполнению следующего 7-го ряда. Для этого опять же я выполняю 4 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. Далее очень внимательно 2 накида на крючок и в эту же воздушную провязываю столбик с 2 накидами. 2 накида и в следующую вершинку я провязываю опять же 2 столбика с 2 накидами с общим основанием и разными вершинками. Первый столбик с 2 накидами и второй. Далее у нас арочка из 5. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида и 2 раза провязываем по 2 столбика с общим основанием. Первый столбик и в эту же вершинку второй. Это первый раз. И далее второй раз. Первый столбик с 2 накидами и в эту же вершинку второй. Провязали. Далее продолжаем работу. Арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее мы провязываем 3 столбика без накида. Считаем. 1, 2, 3. Далее 2 столбика с общей вершинкой провязываем. 1, первый незавершенный, второй и общая вершинка. И 3 столбика без накида ровно. Второй и третий. Провязали. Далее точно так же. Арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида и провязываем первый столбик с 2 накидами и второй в эту же вершинку. Далее и еще раз точно так же первый столбик с 2 накидами и второй. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И вновь точно так же 2 раза по 2 столбика с общим основанием. Первый столбик с 2 накидами и второй. Мы с вами выполнили 2 столбика с 2 накидами с общим основанием и разными вершинками. И еще раз выполняем то же самое. 1 и 2. Далее опять арочка из 7. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 7-го ряда. Я ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. Круговой ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению следующего.
нашего ряда. Это 8 ряд. Опять же, начинаем с 4 воздушных петель подъема, 2 накида на крючок и выполняем в каждую вершинку по одному столбику. В этом случае 3 столбика с 2 накидами, а в дальнейшем это будет 4 столбика с 2 накидами. Провязали. Далее арочка из 3 и столбик с 2 накидами под арку. Далее опять арочка из 3 и столбик с 2 накидами под арку. И арочка из 3, 2 накида и 4 столбика с 2 накидами. Провязываем. 1, 2, 3 и 4. Далее у нас арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь очень внимательно. Я выполняю 2 столбика без накида ровно. Далее 2 столбика провязываю с общей вершинкой. И далее провязываю 1, 2, 3 столбика ровно. Далее у меня арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида. И как мы договаривались с вами, у нас идет 4 столбика с 2 накидами и так далее. Арочка из 3. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я останавливаюсь и смотрим, что у нас получилось. Мы завершаем выполнение 8 ряда нашего мотива. Я ввожу крючок в 4 воздушную петелечку подъема, соединительная. И приступаю к выполнению следующего 9 ряда. Для этого опять же я выполняю 4 воздушные петли подъема и 3 столбика с 2 накидами. 1, 2 и 3. Провязали. Далее у нас арочка из 3. Столбик с 2 накидами под арку из 3. Провязали. Далее опять же арочка из 3. Столбик с 2 накидами под арку. И еще одна арочка из 3 и столбик с 2 накидами под эту же арку. Далее опять арочка из 3 и столбик с 2 накидами уже под следующую арочку. Провязали. Далее мы выполняем арочку из 3 и 4 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3 и 4. Провязали. Вот у нас такая часть мотива получается. Видите, да? Идет на расширение. И далее у нас арочка из 7. Мы провязываем.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я провязываю 2 столбика без накида ровно. Раз, два. Далее очень внимательно 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный и второй. И общая вершинка. И далее 2 столбика ровно. Раз, два. Далее у нас опять арочка из 7. И мы повторяем все то же самое, что выполняли ранее. Я начну выполнение, вы уже продолжите самостоятельно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 4 столбика с 2 накидами. Раз, два, три и 4. Далее арочка из 3, столбик с 2 накидами под арку и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 9 ряда. После арочки из 7 я ввожу крючок в 4 воздушную петелечку подъема, соединительная. Мой 9 ряд завершен. Вот у нас с вами получается такое ажурное полотно салфетки. И мы приступаем к выполнению следующего 10 ряда. Опять же начинаем с 4 воздушных петель подъема. Раз, два, три, 4, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. 3 столбика с 2 накидами. Первый, второй и третий столбик с 2 накидами. Далее мы вяжем арочку из 3 и столбик с 2 накидами под нашу первую арочку. Далее опять арочка из 3, столбик с 2 накидами, и провязываем под следующую нашу арочку. Все очень просто, просто внимательно следите, провязывайте, у вас красивое ажурное полотно получится. Далее опять арочка из 3, столбик с 2 накидами, арочка из 3 и столбик с 2 накидами под эту же арочку. Выполнили. Далее 3 воздушные, столбик с 2 накидами, 3 воздушные и столбик с 2 накидами. И опять 3 воздушные. И у нас с вами 4 столбика с 2 накидами. Провязываем. Раз, 2 накида на крючок, 2, 2 накида, 3 и 4. Далее у нас арочка из 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я ввожу крючок в вершинку первого столбика, столбик без накида. Далее второй столбик без накида. Далее очень внимательно 2 столбика с общей вершинкой. Смотрите, первый незавершенный столбик без накида и второй. И общая вершинка. Далее столбик без накида. Арочка из 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И 4 столбика с 2 накидами. И так далее. Далее у нас арочки
И столбики с 2 накидами мы чередуем. Точно так же, как уже с вами провязывали. Я выполню столбики с 2 накидами, и мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Довязали. Я останавливаюсь и смотрим. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 10 ряда. И как и ранее, я ввожу крючок в 4-ю воздушную петелечку подъема, соединительная, и приступаю к выполнению следующего 11 ряда. Начинаю с 4 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. И далее 3 столбика с 2 накидами провязываем. Первый, второй столбик с 2 накидами и третий. Связали. Далее мы выполняем по такому же принципу, как и в предыдущем ряду. То есть мы провязываем арочку из 3, столбик с 2 накидами под арочку. Здесь все просто. Опять арочка из 3, столбик с 2 накидами под арочку. Арочка из 3, столбик с 2 накидами под арочку. Арочка из 3, столбик с 2 накидами под арочку. И как и в предыдущем ряду, мы выполняем 3 воздушные, арочка из 3, то есть и под эту же арку столбик с 2 накидами. Вот таким образом, видите. Ну, то есть вот видно хорошо принцип выполнения. И продолжаем. Опять же арочка из 3, столбик с 2 накидами под арочку. Арочка из 3, столбик с 2 накидами. Арочка из 3 и столбик с 2 накидами под следующую арочку. Далее у нас арочка из 3 и 4 столбика с 2 накидами. Провязываем. Раз, два, три и 4. Провязали. Далее у нас арочка из 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И здесь мы выполняем столбик без накида. Далее 2 столбика без накида с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. И столбик без накида. И далее у нас с вами арочка из 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И 4 столбика с 2 накидами. Провязываем. Раз, два, три, и 4. Далее арочка из 3, столбик с 2 накидами и так далее. Я остановлюсь, вы продолжите самостоятельно дальше, а мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Видите, вот такой ажурный получается красивый мотив. И так вы вяжете до конца ряда. И прежде чем продолжить, давайте посмотрим, что у нас с вами получается. Вот такой ажурный мотив получается, красивый, достаточно большой за счет того, что мы с вами вяжем
столбиками с 2 накидами. Продолжаем работу. Мы завершаем выполнение 11 ряда, как и ранее. Я ввожу крючок в 4-ю воздушную петлю подъема, соединительную. И приступаем к выполнению следующего 12 ряда. Для этого очень внимательно я выполняю 3 воздушные петли подъема и столбик с 2 накидами. Следующую вершинку провязали. Далее провязываем 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой и разными основаниями. Провязываю первый незавершенный столбик с 2 накидами и второй. И общая вершинка. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4 и столбик с 2 накидами под арку. В этом ряду у нас с вами все арочки, я имею в виду вот над этой частью мотива, будут из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И так мы вяжем с вами по узорчику. Опять 1, 2, 3, 4 и столбик с 2 накидами. Опять 1, 2, 3, 4. Здесь, в общем-то, принцип не меняется выполнения, а просто мы с вами увеличиваем арочку до 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Здесь опять же первый столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4 и второй столбик с 2 накидами под эту же арку. И далее опять 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. И продолжаем опять же арочка из 4. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. И опять 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. И еще одна арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И здесь очень внимательно мы провязываем 2 столбика с общей вершинкой, столбики с 2 накидами. И еще раз точно такие же 2 столбика. Первый столбик незавершенный и второй. И общая вершинка. Далее мы выполняем арочку из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И у нас 3 вершинки. Мы в центральную вводим крючок, столбик без накида. Далее опять арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И провязываем точно так же, как и ранее выполняли. Первый незавершенный столбик с 2 накидами, второй, общая вершинка. И еще раз точно так же первый незавершенный и второй. И общая вершинка. И далее опять арочка из 4 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 12 ряда. И после арочки из 7 я ввожу крючок в вершинку столбика вот таким образом, очень внимательно, и соединительная.
Мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению последнего 13 ряда. Воздушная, я ее подтягиваю и в эту же вершинку столбик без накида провязываю. Далее столбик без накида в следующую вершинку. Под арочку из 4 я провязываю 3 столбика без накида. 2, 3. Далее я провязываю пико из 3 воздушных над третьим столбиком. Ввожу крючок, видите, вот таким образом. Сверху захватываю 2 нити соединительные. Мое пико готово. И далее опять 3 столбика под эту же арку. 1, 2, 3. Далее под следующую арочку 3 столбика. 1, 2, 3. И над третьим пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Выполнили. И далее опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И так мы с вами провязываем над всеми нашими арочками. Мы с вами обвязали наши арочки, как и договаривались. Напоминаю, они абсолютно одинаково обвязываются. И продолжаем работу. Я ввожу крючок в вершинку наших столбиков, провязанных с общей вершинкой, столбик без накида. Далее очень внимательно ввожу крючок опять же в вершинку, выполняю незавершенный столбик без накида и ввожу крючок в следующую вершинку и опять же незавершенный столбик без накида. И далее общая вершинка. Я выполнила 2 столбика без накида с разными основаниями и общей вершинкой. Далее столбик без накида. И опять же, как и ранее, обвязываем наши арочки точно так же, как мы с вами выполняли. 3 столбика без накида, пико и 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и так далее. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение нашего ряда. Это последний ряд, напоминаю. Я ввожу крючок в общую вершинку, незавершенный столбик без накида. Далее очень внимательно пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Провязываю все петли на крючке, подтягиваю. Далее воздушную провязываю, ниточку обрезаю. Хорошо подтягиваю еще раз и нить убираю вдоль полотна. И давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежный, в то же время красивый мотив. В основе у нас столбики с 2 накидами. Мотив получился достаточно большой. Давайте посмотрим в сантиметрах. У нас получилось, вот смотрите, 30 сантиметров получился у нас диаметр. То есть я работала с тонкой пряжей. Если вы возьмете пряжу потолще, то мотив получится еще больше. И можно сказать, что это как самостоятельная, да, салфетка уже. Можно из такого мотива создать полотно, соединить мотивы последним рядом вязания за счет провязывания столбика без накида в пико. Или соединить нерегулярной сеточкой. Вот такая красота у вас получится. Пряжу можно взять любую, подобрать крючок и создать вот такой красивый нежный мотив. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Справиться с такой работой даже начинающая рукодельница. До новых встреч и творческих вам успехов!